точки на твоей ладони, которые помогут избавиться от панической атаки за 1 минуту. Итак, друзья, хочу вам сегодня показать эти точечки. Они находятся на вашей ладони. Это суджок-терапия. К сожалению, многие сталкиваются с паническими атаками в наше время. Долго рассказывать, что и как, не буду. Буду показывать вам точки, которые реально работают, которые помогли мне справиться с панической атакой, с паническими атаками. Вот, собственно, что нам понадобится. Это зеленый маркер. Обязательно, потому что зеленый цвет – это цвет нормализации и гармонизации. И ваша ладонь. Это первое то, что мы можем сделать. Взять зеленый маркер. Первая точка находится у нас вот здесь. Я ее даже нарисую вот таким вот кружочечком. Это точка проекции желудка. Вот здесь. Она отвечает за тревогу. Что такое паническая атака? Это страх и повышенная тревога. Тревога за собственную жизнь, либо еще что-то. Ну, чаще всего связано с тем, что мы боимся там умереть и так далее. Какие-то страхи у нас возникают внутренние и тому подобное. Следующая точка поджелудочной железы. Она находится, друзья, вот здесь. Она отвечает также за тревогу. Третья точка селезенки. Дополнительно проекция селезеночки у нас здесь тоже ставим такую вот точечку. Можно ставить, не переживайте, пожирнее. Проекция достаточно большая. То есть, если вы тут чуть-чуть там сантиметров вправо, влево, вверх, вниз, ничего страшного. Сразу скажу. Друзья, следующая точка у нас будет точка страха. Страх находится у нас в мочевом пузыре. Вот здесь. Те, кто смотрит мой канал, следит за мной, уже знают многие проекции, они совпадают с различными моментами. Вот здесь у нас точка страха, мы ее ставим зеленым. Также, друзья, что хочу отметить. Эту точку можно ставить и красным цветом, так как точка мочевого пузыря и почек у нас это энергия холода, она черная по цвету, поэтому можно ставить и красным, если что, имейте в виду. Так, следующая точка страха – это у нас почечки. Левая почечка находится вот здесь. Если мы переворачиваем, помните, да? То есть это левая сторона, это правая сторона. То есть мы ведем между средним пальцем и указательным, проводим. Находится она вот здесь, друзья, в ямочке. Вот заканчивается такая ямочка, косточка уже заканчивается, тут как бы у нас переходит. Вот здесь у нас находится, получается, наша левая почечка, вот так вот, а здесь между мизинчиком и безымянным, если ввести вот здесь, раз, здесь находится у нас правая почечка. Маркер уже не совсем хороший, но точечки ставит. Это, друзья, точки страха. Их также можно ставить красным цветом, не забудьте. Друзья, следующая точка – это точка, которая отвечает за весь наш организм. Это точка центральной нервной системы головного мозга. То есть это меридиан, который проходит у нас, я уже рассказывал в прошлых видео, по указательному пальцу на верхней складочке фаланги. Здесь ставим посредине обычную зеленую точку. Все ставится остальное зеленым цветом. То есть мы ставим только мочевой пузырь, и почки можем поставить красным, друзья. Тут мы ставим обязательно точку центральной нервной системы головного мозга. И на обратной стороне, также если насквозь пробивать пальчик, здесь проходит меридиан позвоночника, то есть центральной нервной системы спинного мозга. Он также взаимодействует они между собой, потому что у нас все идет по спине, спазм по телу и так далее при панических атаках. Ставим и здесь точку, хуже от этого не будет, друзья. Вот мы так ставим, это мы поработали с меридианом. Также еще один меридиан мы можем поставить. Это меридиан также мочевого пузыря и почек. Мочевой пузырь у нас находится вот здесь, на обратной стороне среднего пальчика, край к безымянному. Это точка G наша, это мочевой пузырь, точка страха. Здесь мы можем тоже поставить зеленым маркером, переворачиваем вот здесь и проходит здесь меридиан у нас центральной нервной системы, здесь меридиан легких, сердца, и здесь у нас крайний, обратно как насквозь, будет H меридиан почек. Также вы можете его отметить, это чувство страха. Еще раз переворачиваем. Следующая точечка.
здесь на, скажем так, ближе к указательному пальцу, меридиан, вот так он проходит желудка. С. Вот здесь. Он также отвечает за тревогу, друзья. Переворачиваем обратно. Здесь у нас меридиан, получается, проходит поджелудочной и селезенки. Вот так вот. То есть тут у нас желудка, поджелудочной железы и селезенки, друзья. Меридианчик у нас. То есть тоже мы его отмечаем, он отвечает за тревогу. То есть здесь это проекция наша, а здесь у нас меридианы все на пальцах ставятся, друзья. И еще обязательно, что нам не хватает во время панических атак, это радости какой-то, да, чаще всего панические атаки на фоне того депрессий каких-то, разочарований и так далее. Поэтому обязательно ставим посреди ладони точку тонкого кишечника за радость, которая отвечает, и точку на проекции сердечка нашего. Вот здесь, друзья, это счастье. И можно же также отметить эти точки на меридиане. То есть вот здесь, возле центральной нервной системы, ближе к среднему пальцу, проходит меридиан сердечка нашего. Также ставим зеленую точечку и можем поставить то же самое тоже на тонкий кишечник вот здесь. Они тоже смежны, эти меридианы между собой, вот так вот на указательном пальце. Друзья, вот такая вот у нас выходит постановочка. Вы можете также ставить, смотрите, левая рука – это женская рука сторона, правая рука – это мужская. Точки идентичны. Единственное, что если как определить точку сердца, вот внутренних органов. Вы пальчик себе вот так подставили, то есть получается это левая сторона. Если здесь сердечко тут, то тут сердечко ближе сюда, к этой стороне. То есть, а так все идентично. Ну, единственное, что вот желудок выставляется также. Желудок, поджелудочная железа и селезенка. Вот здесь на правой руке. Это, напоминаю, правая рука – это мужская рука, левая рука – это женская рука. Но при панических атаках я рекомендую ставить на обе руки, друзья, точки. Это будет улучшать ваше самочувствие. Также вы можете использовать семена гречки, яблока, что попадается под рукой, прикрепить на пластырь каким-то точкам, можете к проекции, что-то можете поставить маркером, где удобно прикрепить зернышко, либо можете просто каждую точку, если нет ни маркера, ничего, просто пальцем прожимать, проделывать массаж, либо взять спичку и спичкой вот понажимать, запомнить все это, все эти проекции. И, друзья, самое главное в конце точка, я говорю, завершение, подкрепление всех точек, она ставится везде, друзья, везде. Это точка головного мозга, она находится у нас на большом пальце левой и правой руки соответственно. Вот так мы ее ставим сверху, она как бы подкрепляет все точки. Это и в иглоукалывании, так я ставлю сюда центральную иглу, и все. В конце любого нашего, так назовем, рецепта постановления точек, это будет в конце. Друзья, я ставил себе эти точки, все проверено, все работает действительно очень хорошо, поэтому делюсь этим с вами, пользуйтесь. Друзья, я вас благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Для меня это очень важно, так как я стараюсь для вас и делюсь своими знаниями. Они помогли мне и помогут обязательно вам. Для тех, кто хочет знать немножко больше, оставляю ссылочку на свой телеграм-канал под видео, также QR-код. И, друзья, для тех также, кто хочет поддержать мой канал финансово, для того, чтобы развивался быстрее, снимал видео различного формата, более интереснее, буду благодарен за любой донат. Также ссылочка в описании под этим видео. Всем спасибо, друзья, за просмотр, всем хорошего настроения, всем пока!